До 2014 года была очень веселая, очень солнечная жизнь. Когда мой сын узнал, что я ухожу в армию на контракт, у него слезы на глазах. Папа, я говорю, пацанок, все будет хорошо. Страшно было очень. Я не хочу, чтобы было так. Я хочу, чтобы была Украина. Я реально эффективнее сотни новобранцев, которых сейчас запихивают в бусики, которые не хотят идти воевать. Украинский ветеран. Это, на мой взгляд, как правило, очень сильный человек, с которым 95% случаев обошлись несправедливо. Длина госпиталя 1200 метров. Я на костылях по этому госпиталю минимум 2-3 раза туда-обратно ходил. Так живет звичайний український бліндажик. Звичайними українськими хлопцями. Полички, столики, чайок, комп'ютери і таке інше. А нам зараз працювати, одягатися і йти робити. Моя первая жена, я ее очень люблю, она очень хороший человек. Она когда-то сказала, как ты со своим характером, со своим темпераментом можешь быть снайпером. Ты ж холерик, ты ж идиот, ты ж придурок, ты ж носишься везде, тебе все надо, тебя все беспокоит. А снайпер — это, как правило, психологический портрет снайпера — это спокойный, уравновешенный, неторопливый человек, который знает, что ему хочется, который умеет медленно и не торопясь спуститься с холма. Зовут меня Андрей Олегович Лагутин. Я, наверное, обычный, а может быть не очень обычный человек, потому что занимаюсь много чем. Спортсмен, путешественник, фотограф, кинооператор, режиссер, сценарист, писатель. Последние 10 лет солдат, а теперь уже ветеран. До 2014 года была очень веселая, очень солнечная жизнь. То есть я был, в общем-то, на тот момент признан лучшим подводным охотником бывшего Советского Союза. Там всяческие москали прибегали учиться и покупать снаряжение, проходить курсы. В Украине безоговорочный лидер. Все удивительным образом переломилось. Для меня, наверное, 19-20 февраля 2014 года. Во-первых, началось с того, что я, вернувшись из Москвы с выставки, вот в эти дни, я дал интервью российскому каналу, посвященное исключительно подводной охоте и подводному кино. И последняя фраза моя была, что прошу поддержать нас, украинцев, которые вот сейчас борются на Майдане за то, что мы хотим сделать нашу страну лучше. А вечером, уже заглянув на страничку этого ресурса, я увидел, то, что называется, мешок говна, вылитый на свою голову, с криками «фашист», «негодяй», там, книги его сжечь, фильмы его не смотреть.
там его учебные программы не применять и так далее, и так далее, и так далее. Я был абсолютно гражданский, абсолютно мирный человек. Более того, у меня в России было жуткое количество учеников, друзей и знакомых, и родственников. Вот. И когда это все началось, я понял, что я так не хочу. Я не хочу, чтобы было это. Я не хочу, чтобы убивали моих друзей, людей наших украинских и так далее. Я хочу вернуть свой Крым. У меня с Крымом связано больше половины моей жизни. То есть у меня были годы, когда я в Крыму был 13 раз в году. Я против того, чтобы вот эта несправедливость, которую придумали россияки, она продолжалась. Поэтому я пошел воевать. Я не хочу, чтобы было это. Жизнь из радужно веселой, с прекрасными перспективами, превратилась в жизнь серьезной тяжелой работы на фронте. 20-21 февраля 2014 года я пошел и купил винтовку. И начал тренироваться. Потом в какой-то момент я понял, что я не хочу быть автоматчиком. Почему? Ну, потому что я хорошо стреляю, значит, надо быть не автоматчиком. Вот. И я пошел в снайперы. Вот. И начал учиться как снайпер. А потом оказалось, что там, например, полку Азов нужны инструктора по снайперам. Мы начали помогать полку Азов. А потом мой приятель говорит: приедь, вот мне надо сделать взвод. Я говорю: извини, у меня впереди чемпионат мира. Я вот сейчас съезжу на чемпионат мира, а потом я приеду, и мы поговорим. Я приехал поговорить. Он говорит: так ты уже будешь служить, уже все, вот тебе уже документы, все. Говорит: ты что, дурел? Говорит: так уже все оформлено, все хорошо. Ты уже командир взвода. Все, пошли? Да? Да. То есть нужно было создавать подразделение, нужно было обучать, находить людей в это подразделение, надо было вооружать это подразделение, нужно было все силы бросить на это подразделение. То есть, и когда я уходил, когда мой сын узнал, что я ухожу в армию на контракт, у него слезы на глазах: папа, я говорю: пацанок, все будет хорошо. Вот. И уже где-то через год, это был в течение года это сделался лучший взвод Збройных сил. И все эти 4 года, пока я служил, он таковым лучшим взводом Збройных сил и оставался. Взвод снайперов. Ой, я потыше снайперов. Две ольхи и такая пушистое дерево, да? Вот в створе между ними видно край камыша, и заходит туда, ну, как бы заливчик такой. Вот мы зайдем в тот заливчик, и там уже будем охотить. То есть самое главное в камышах: чем медленнее ты плывешь, тем лучше. Там вот такая глубина, вот такая глубина. То есть задача не спешить, они сами на тебя будут уходить. Да, ну зато, значит, стрелять тебе придется с расстояния, ну вот так, вот, грубо говоря, вот камушек, да, вот с такого расстояния стрелять. То есть направил, выстрелил. То есть если рыба движется где-то, целимся в голову, попадаем куда попадем. То есть лучше всего стрелять не так, а чуть-чуть развернуть оружие по диагонали. Все. Ремкомплект назад. Собираемся. Так.
Ты готов? Один был боец, которому было очень страшно. И я, он там во время одной операции был настолько перепуган, что с его страхом я его сутки искал, я его не мог найти. Он нашел маленького, сморщенного, такого вот, забитого в комочек, буквально вот такого человека, забившегося в комочек в подвале. Я его оттуда вытащил, вывел из, скажем так, из этого пространства, да, и потом 1,5-2 года я боролся за то, чтобы он начал воевать. То есть чувак упадал и в алкоголь, и вообще было... Но я знал, что это в чуваке есть хороший потенциал. И правдами, и неправдами он сейчас хорошо воюет, он бросил пить, он прекрасный снайпер. Я был командиром. И моя задача его научить. Для чего? Для того, чтобы он выжил, для того, чтобы он не наделал шкоды себе или окружающим, и был эффективен в бою. Все мои тренерские, как сейчас принято говорить, скиллзы и таланты я пускал как раз именно на то, и я очень, скажем так, горд, что пока я командовал взводом, у меня была только одна серьезная потеря. У меня погиб один боец из моих бойцов, но погиб он не потому, что я был плох, а потому что в том месте, куда он вышел, там стояла растяжка, поставленная нашими же. Ну, и я корю себя за это, потому что я его не доучил, что я не посвятил больше времени на работе вот с Сергеенко, вот, позывной Полтава, был светлейший человек, вот, яркий, очень жалко его. Но это, это война, вот. Когда я впервые приехал в Азов, в одной комнате жило там от 6 до 10 человек народу. Это были футбольные в большинстве своем фанаты, которые ездили под футбольным матчем, главным образом не для того, чтобы поболеть за любимую команду, а для того, чтобы помахаться потом с фанатами другой футбольной команды. И вот в одной группе, которую мы тренировали, были пацаны, которые жили в одной и той же комнате. Там одни из Днепропетровска, другие из Харькова, третьи из Киева, четвертые там из Ровно. Спят на соседних койках, они пашут, потому что им болит за Украину. Вот это те люди, которые имеют внутренние ценности. К сожалению, таких людей мало. Вот. И есть люди, которые говорят, а что мне Украина дала? Есть такое выражение, оно интернациональное, на мой взгляд, называется жлобство. Начался следующий этап, как бы, АТО. Идем, уходим с шахты Бутовка. Идем дальше. Уже появилась дисциплина, уже выкристаллизовались воины и шаровики. Все знали, как бороться с шароковиками, все знали, как бороться, как работать с воинами. И если вы просто сейчас даже странно подумать, да, у меня, как у командира взвода, в 2016 году зарплата была, по-моему, 3,5 или 4 тысячи гривен. Ну так. И все такие вот сейчас думают, как так можно было жить. То есть, да, вот так. То есть все деньги, какие у меня были на тот момент свободные, я все вгахал в свой взвод. У меня 2 винтовки, 2 прицела. На самом деле 3 прицела. Да, не 3, на самом деле 5 прицелов сквозь меня прошло, 6. Хороший тепловизор стоит $25 тысяч. Сквозь меня прошло 3. Хорошая винтовка стоит $5-10 тысяч.
Машины я во взвод обеспечил то ли 3, то ли 4. Плюс свою отдал. Очень много. Очень много. Ну, много. Я думаю, что больше сотни тысяч. Ну, Раек уже подстрелил окуня. Ничего себе! Да. Поймал бациллу. Какую И бациллу? сказал, не мешайте мне, я их сейчас здесь всех вору. Какую бациллу? Ну, охоты. Уже все, он в азарте таком, говорит, все не холодно, мне жарко. Ну что там? Куреня! Где наш Давай, повар? Давай. Да. Ради этого стоит жить. Завтра едем? Конечно, нет. Берем лодку и тогда я сейчас у Димы спросим, он решил вопрос с лодкой? Да решил, конечно. А Киве домой. Это куча сотков. Ага. Всю руду фоткают до кучи. Вот так. А ну сюда, одну секунду. Вас сфоткаю. Так, есть. Так, есть. Мих! А у тебя есть термобелье? Ты говорил, термобелье есть у тебя. А ты сейчас оденься, будет тепло. Сейчас будет тепло. Одевайся, и вообще не холодно, Дива. Еще погода классная. Ветра нет. Да? Ну, там сложилась такая ситуация, что у меня закончился контракт. И можно было, ну, как бы, можно было бы его продлевать, я думаю, с полгодика, там, годик отдохну, вот, и пойду по новой. Причем там были предложения, в какое подразделение и как идти. Да. Вот, друзья звали, и, ну, так получилось. Вот, а потом сделалась семья новая, начала зарождаться новая жизнь. То есть жена попросила, говорит, давай вот родится детеныш, а потом уже пойдешь воевать. Каждый брак — это поиск себя, любви и идеальных отношений. То есть каждый брак прекрасный, счастливый, интересный. Я очень любил всех своих жен. Ну, так получилось, что там первые два оказались не такими удачными, как, надеюсь, оказался третий. То есть на том, что россияне нападут, я знал, скажем так, довольно задолго до нападения. Люда в этот момент была беременна, она была на 7-м месяце, ей было очень тяжело, поэтому я сказал, что, любимая, утром может начаться. Так. Есть, это есть. Это есть. Это есть. Больше ничего нет. Где-то числа 1, наверное, я уже прискакал сюда. Говорю, надо валить, потому что непонятно, что будет происходить. И тебе в такой ситуации, в непонятной, здесь находиться нельзя. Вот. Ну, заправил машину, усадил ее в машину, она села в машину, сама поехала в Германию. То есть она 11 дней добиралась до Германии. Вот. И то есть в тот момент, когда она добралась до Германии, я уже был в госпитале, слава богу, то есть, что она уже была там, и как бы, и, то есть если бы она знала, что я раненый, то она, конечно, никуда не поехала бы. А так она уже в дороге, все хорошо. Ну, мы уже там созванивались, все хорошо, позвонила, сказала, что ты уже теперь папочка. Вот, ну такое, ну здорово, здорово. Вот, малая классная. Вот.
такое чудище малое. Пока. Все, ну такой, это некий сюр, некий такой, ну, приключение, скажем так. Во-первых, меня поразила колонна 24 числа с утра. Это длиннющая колонна машин, пробка, которая выстроилась от Воздухофлотского и до Житомира. А я в этот момент ехал обратно по шоссе и все это видел, потому что я знал, что мне нужно сделать там некоторое количество действий, которые нужно сделать именно сейчас, в этот момент. Ситуация, як то кажуть, розгубленості многих людей, которые или пришли на защиту Киева, да, то есть они собраны, они пришли воевать, но они не знают, что делать. Ситуация непонимания. Вот. Так получилось, что я хорошо знаю район Мощина. Вот. Мы сходили в разведку на левый берег, туда, в район там, ближнего привода Гостомеля. Вот. Еще никого не было. Я там подготовил переправу для того, чтобы легко переправляться на левый берег, потому что там была такая дамбочка напротив Мощина, которая, она естественное препятствие, то есть естественно, что враги ее уже контролируют. Я спросил, заминирована ли она, сказали да. Вот, ну хорошо. Я там наметил маршрут и уже возвращаясь от Брода, от переправы, там есть Брод, и там была переправа. Вот, я увидел танковую колонну, которая перешла на наш правый берег Ирпеня. У меня 2 человека в машине. Я говорю, если они начнут по нам стрелять, пацаны, я приторможу, вы выпрыгните, а я буду что-то делать, потому что развернуться здесь негде. Естественно, русские начали по нам стрелять. Естественно, мои пацаны повыпрыгивали. Естественно, мне стало страшно. Вот, я понимаю, что никуда не денешься. Сейчас или попадут, или не попадут. Вот, не попали. Я увидел тропиночку, которая сворачивает там в этот лес между 2 канав. Ну, свернул туда, побежал, выбежал из машины, схватил оружие. Прибежали в то место, там дорога входит, прямо в дачный поселок входит дорога, которая упирается в эту же дамбу. Прибегаю туда, пехоты нет. Танки, вот они уже идут, туда. Пошла первая пятерка, потом пошла вторая пятерка. Ну, сметаешь все со стола, ставишь винтовку на стол и начинаешь пулять. Вот. Ну, страшно было. Ну, потому что до них 700 метров. Для пушки БМП-1 это прямая наводка. Для пулемета КПВТ это прямая наводка. То есть, единственное, что они-то думали, что они придут в парадной форме захватывать Киев. И они не ждали, что их будут стрелять. А уже все, то есть я и Сашка, мы вдвоем, мы одни. Пехоты где-то нету. Вот. Ну и начал стрелять. Стрелял. Потом они там выскочили из зоны моей видимости, то есть они отвернули, они должны были заходить сюда. Но они отвернули, они пошли как бы в объезд моей позиции. И я с новой позиции начинаю стрелять. Одну машину я обездвижил, они так и бросили. Вот. Ну, все закончилось собой. Вот, то есть, в общем-то, первую танковую колонну я остановил, развернул. Вот. Но это не танковая колонна, это легкобронированная техника, десантура. Это была Костромская десантура. Вот. Это очень высоко подготовленная десантура, бойцы, но с ними же потом, уже где-то 5 числа начался серьезный бой, когда они перешли на наш берег снова. Вот. Но вот когда меня ранили, когда страшно было очень, потому что ты понимаешь, что со снайперской позиции ты стреляешь, замаскирован, ты подготовил пути отхода, а там не было времени ни готовить снайперскую позицию, ни готовить пути отхода. То есть ты буквально как, что называется, вождь на блюде.
Была очень красивый был разведвыход. Мы много чего сделали, много чего как бы подготовили. И потом по возвращении мы увидели, что в том месте, где мы еще ночью ходили, было пусто. Утром уже стоят танки, стоит техника. Раз стоит техника, значит, она будет куда-то стрелять. А вечером мне звонят, говорят, ты с тепляком, срочно помогай там. Костромичи перебрали нас в берег, идет группа, и наша группа ведет бой. Уже село развалили, уже идет бой. Ну и человек, который должен был меня вывести на позицию, вот, оказался плохо подготовленным, неграмотным. И он меня вывел на расстояние там 10-12 метров до противника. Вот. И я поздно увидел противника. Ну, получил там, ну, минимум 2 пули получил. И потом еще добивали бы гранатами. Ну и все. То есть перебитая нога. Те люди, которые меня выводили, убежали. То есть меня бросили. То есть то ли они подумали, что я убит, то ли просто перепугались. Но они бросили меня и убежали. Вот. Ну, а меня вытащил и спас мой друг Саша Миранчук. Вот, который, в общем-то, совершенно на тот момент был далекий от воинской службы человек. Ну вот. Ну и благо, опять же, в тот момент, когда он меня вытащил, благо, в общем-то, поблизости оказалась по дороге медицинская машина, которая меня и доставила в реанимацию, потому что я уже потом ничего не понял. Ну а потом начинается борьба за выживание. Не дай бог попасть в реанимацию, и не дай бог прочувствовать все, что происходит с человеком по возвращении к жизни. Я не помню, спросил ли я, отрезали ли мне ногу. Я более живой ногой правой постучал себя по нечувствующей ничего левой и понял, что она есть. Спасибо моему доктору Евгению Леонидовичу, который меня вытаскивал, который кучу сил потратил на то, чтобы меня вот эти первые операции, которые он делал. Я у него спросил, нога останется? И в какой-то момент мне доктор говорит, я не знаю, получится оставить тебе ногу или нет. Я думаю так, если ногу отрежут, как же теперь нырять? И, значит, все болит, ночь, я включил ночничок, взял листик бумаги и уже рисую себе, начинаю разрабатывать, как я сделаю такой типа полупротезик с двигателем, чтобы если ногу отрезать, чтобы можно было плавать. Вот уже, придумываю конструкцию, которая позволит мне под водой двигаться. Ну как же, нырять же надо будет, а? Может быть, кусочек косточки бы и оставили, но это самое никуда. Да. Там, грубо говоря, если вся бедренная кость, она там длиной сантиметров 40, вот от нее по 10 сантиметров сверху и по 10 сантиметров снизу осталось. Позвонил один мой товарищ. Андрюха, брат, ты чего? Я говорю, вот так. Давай мы тебя перевезем в Израиль. Я говорю, ты понимаешь, наша медицина и наша ситуация в стране такова, что если я сейчас уеду в Израиль, то потом я никакие свои права не защищу. Вот. Я должен долечиться в госпитале, я должен быть командирован на это лечение. Говорит, ну давай долечивайся, а на реабилитацию мы тебя вытащим. Хочешь в Израиль, хочешь в Чехию. Вот. А у меня дети в Чехии. Я говорю, ну конечно в Чехию. Вот я после выписки из госпиталя, я в течение месяца, буквально, то есть от даты до даты ровно месяц был, каждый день приезжал в госпиталь и на костылях. Длина госпиталя 1200 метров. Я на костылях по этому госпиталю минимум 2-3 раза туда-обратно ходил, подписывая те бумаги, которые нужны для меня, для того, чтобы государство меня отпустило лечиться в Чехии. Я знаю нескольких друзей, с которыми я лежал на тех или иных этапах в госпиталях. То есть я прошел много госпиталей. Человека отправили за границу с оборванной связкой. У него не работает рука одна, оборвана связка. И сделать ничего не могут. А потом ему звонят из Украины, говорят, возвращайся в Украину,
Его по государственной системе реабилитации отправили лечиться за границу. Вот ему говорят, возвращайся в Украину, иначе мы тебя подадим в СЗЧ. А руку ему не восстановили. Алло, сынок. Да. С днем варенья. Ага, привет, дорогой. Привет, дорогой. Ага. С днем варенья. Желаю счастья, любви, здоровья. Всего. Я ушел на палочку. О, хорошо. Ну, у меня волшебные палочки вон в уголке стоят, вон 2. Ну, и что ты играешь? Ну, видишь, практиковаться надо. Гитара — это такая штука, от которой практиковаться надо. А, на выходные ты на воду собираешься? Не уверен, но хотелось бы. Ты просто деду скажи, что дед, я... Он там последний раз сказал, ну ты же знаешь, в каком я состоянии. А я не знал, в каком состоянии. Так и не знал. А ты скажи, что это ж не ты будешь нырять, а я буду нырять. Ударить головой в голову — это 3 очка. В корпус — это 2 очка. Но все равно нужно думать о блокировке. 3-й человек пытается прорваться, мне дозвониться. Я передачу прекращаю. Вот. Еще раз созвонимся. Давай, пока-пока. Алло. Андрюш, ну я решил, что это правильное решение, политическое, я к тебе еду. Ну хорошо, ждем. У меня 3 боевых ранения, но на фоне этих 3 боевых ранений у меня развилась онкология. И при заходе на ВЛК на крайнем ВЛК обнаружилась эта онкология. Мне сказали, тебе остается 3 дня на операции. Вот. Мы сделали операцию там со всеми там разными штуками, но неважно. То есть я все равно под дамокловым мечом продолжаю ходить. То есть мне дали... То есть и когда я зашел на МСЕК, то мне МСЕК дал инвалидность по онкологии, а не по моим ранениям. И в диагнозе было сказано, что инвалидность дана пожизненно по онкологии. Поэтому інвалідність отримана при несенні служби. Не на захисті батьківщини, а при несенні служби. Все. А ранение здесь ни при чем, как бы, вроде бы. Ну что, у меня пенсия 11 тысяч гривен. Все. Сейчас зайдет Сашка, который мне жизнь спас. Сейчас. Это тот, который тебя нес? Да, да. Сай, заходи. Рады стараться, дорогой товарищ Джинуи. Ты что, это наряды? Ну, я думаю, в любом случае, да, отдел тухли. Да, это пожитки бы, я так понимаю, что если я буду пьяный, то я зову не сяду. А это я тебе. Что, я знаю, тебе нельзя? Но я подумал, что друзьям можно. Оно за что пригодится. Это не та сестра? А, не та. Та? Так ты ж к соревнованию готовил? Ты должен был обо мне тоже подумать, я же в нее стрелял. Да, да, да. Если доведется. Нет, так, а тут же видишь, какая рукоятка уйдет на нее. Если доведется стрелять, так окажешь из нее. Видишь, какая рукоятка у нее будет? Мастер-модель, да, потом из нее будет делаться уже, собственно говоря, сама форма. Но она же длиннее получится чуть-чуть. А обрезать ее, а вот это вот эти рецептовости, вот так. Да, рассказывай мне, я стрелял. Сереж, не будет заряд. О, вот выйду, да. Вот смотри.
Да, закрылись. Нет, там налево. До упора и налево. Андрей, вот я теперь анализирую все и скажу, может, ты и не остался, но время, но на А, она, конечно, да. Давай сегодня. Так, как говорит, Сеня, береги руку. Косополов. Да лучше бы я ведусь. Первое жить. Надо. Вот хочу сейчас. У меня там есть автомобильчик, там прицельчик, который я покупал. Надо их продать. Это будет какая-то сумма. Там, винтовка одна. Вот, которая. Продам это все. Уже не могу отдать, извините, пожалуйста. Так бы отдал, сейчас не могу отдать, не за что жить. Ну вот, продам. Вот, куплю что-то подешевле из машин. Ну, что-нибудь такую жополоску. Ну и будут заниматься чем-то. Еще не знаю чем. Украинский ветеран. Это, ну, на мой взгляд, как правило, очень сильный человек, с которым в 95 случаев, 95% случаев обошлись несправедливо. Есть люди, которые не могут вернуться на фронт, или которых не берут на фронт. И это тоже часто несправедливость. Потому что эти люди могут приносить пользу фронту. Вот. Но для этого нужно им создать условия. Этим никто не занимается. Ну, семьи распадаются. Почему? Потому что первое, 90% случаев женщины считают себя брошенными. То есть она перестает верить в своего мужчину. То есть она понимает, что он бросил, ушел там бухать на фронте, вот, подальше от нее. А она, вот, бедная, должна сидеть дома, не понимая в чем. Или там, пришли мне денег, ты что там, все деньги пробухиваешь. А люди большую часть денег тратят на обеспечение безопасности, там, прочее. То есть, грубо говоря, военнослужащий, практически любой, приблизительно 50-60% зарплаты своей тратит на поддержание своей боеспособности. Ну, например, моя жена на этапе, как это сказать, букетно-конфетном, да, наверное, так его назовем, она несколько раз приезжала ко мне на фронт, в Авдеевку, и там в Золотое и так далее, да, она знала ситуацию, то есть она правдами и неправдами выбиралась ко мне на фронт, и я мог себе позволить это. Немногие люди могут позволить себе, чтобы их жены к ним приехали. Или, например, там я позволял своим пацанам по возможности, могу я позволить им там на 2-3 дня уехать, там кто-то в Бахмут мог уехать, у кого семья в Бахмуте, кто-то там дальше мог уехать. Но я мог себе позволить и отпускал людей, потому что людям нужно, ну, отдушина нужна, тепло нужно. Это как зарядить аккумулятор. То есть люди выгорают на войне. Это очень тяжело. Любая семья должна понимать, что у человека в сердце или в душе или в мозгу вот такая заноза, которая не сидит на месте, а которая постоянно проворачивается. То есть человеку больно каждую секунду. Каждую секунду он думает, и о вас в том числе, но каждую секунду он думает и о тех, кто остался там, о том, что осталось там, о том, что было там, о плюсах и минусах, о взлетах и падениях, обо всем. Поэтому первое — это любовь и тепло. То есть, ну, если люди в том же Бахмуте ползли на боевых задачах, ползли, ходили по смеси земли и плоти. Вот
люди ползут, а тут руки, ноги, глаза, там кишки, все такое, да. Это в какой-то момент люди к этому привыкают. Ну, там борозды, там канавы, там овраги громадные в душе у каждого. Шала. Плохо, что я сейчас из-за ранений и по возрасту не могу быть на фронте. Но тоже так получается, да? То есть я мне 60 будет уже 1 год, через 2 дня. А меня не берут воевать, потому что да, инвалид, да, уже 61 год. Знаю вас. Так получается вас покатать завтра, ви ж самі Да, было бы хорошо. на 10, десь до вечора? Ну, нет, ну где-то вот до такого времени, наверное. Не знаю. Ну, давай. Скільки можу? Бери. Десь набив, да? Ну, вот чуть-чуть просто. А я щуку забираю он. Давай. А просто, ну, потім скажуть, що тут браконьєри. Все, спасибо. Тоді я вас чекаю. Та война, которая идет сейчас, которая идет последние 2,5 года, да, она совсем другая, чем была та война, которая была 8 лет до этого. Раз. Люди поменялись, да. Людям стало страшно, люди чувствуют каждый день обстрелы. Им просто буквально страшно. Есть, як то кажуть, невеличкий прошарок, да, тех, кто думает, да, мы в нужный момент соберем свои бабки, которые у нас перевезены, уже там частично или перевезены чемоданами за границу, и свалим. И им пофиг. Но они не понимают, что все равно прилетит. Тем или иным образом прилетит. А есть люди, которые думают, да, ерунда, меня не коснется. То есть разные. Есть люди, которым просто страшно. Есть мамы, папы, друзья, родственники, неважно, разные люди, которые спрашивают, вот ты военный, скажи, вот у меня там мужа, брата, сына забрали на войну. Первое, что за фигня? Что значит забрали на войну? Я не понимаю, почему кончились очереди в военкоматах? Почему людей должны забирать на войну? Вы что, не граждане? Вы что, не родились в этой стране? Идите защищайте. Вы не умеете? Умеете. Я осуждаю людей, которые служат или служили на государственной службе, получали зарплату как госслужащие и на своей госслужбе ходили с пистолетиками. Вот. Какого вы не пошли воевать? Раз. Я осуждаю людей, которые имеют военную подготовку и закончили военное училище и почему-то не пошли воевать. То есть проблема в чем? Что нашим людям не важно, у многих наших людей нету чувства ответственности за свою страну. То есть они воспринимают страну как некий хаб, который им должен. Мне кажется, я делаюсь лучше. То есть я стал добрее? Ну да, мне так кажется. Я стал сильнее? Ну, мне кажется, да. Здоровье потерял, а сильнее стал. Вот. Я стал терпимее? Вряд ли. Официальное заявление от Андрея Лагутина. Мы всех победим. Второе заявление. То есть все события развиваются к лучшему. Если вы думаете, что они не развиваются к лучшему, вы ошибаетесь.
Третье. Хотим мы или хотим, изменить мы можем все и всегда. Я не хочу, чтобы было так. Я хочу, чтобы была Україна, як то кажуть зараз, соборна і незалежна, да? То есть я хочу эту страну. Это моя страна. И эту страну там 40 лет защищаю на спортивных дорожках. Это моя страна. Я в эту страну вкладываю свои деньги и свой труд. Потому что все мои выступления спортивные, они были за мои деньги. Я защищаю свое. Я хочу, чтобы в мой Крым приезжали мои дети, мои друзья. Я хочу, чтобы на моем Донбассе работали, жили там, путешествовали. Донбасс очень красивый. Они, гады, его вытоптали, они его, гады, превратили в мусорник. И я не хочу, чтобы там было вот это вот быдлота кацапская, которая ни в грош не ставит, ничего.